Всем привет, я Михаил, это Тимур, мы из смарт-курса. Я Тимур, это Михаил, мы из смарт-курса. Мы из смарт-курса. Мы сегодня поговорим об очень классной, важной для многих теме. Это образовательные проекты, направленные на школьников, педагогов, родителей и региональную систему образования, если вы компания или фонд. И очень хотите, чтобы этот проект реализовывался прямо внутри, на территории школы. Да, и хотите, чтобы он был классный, эффективный для всех участников. Ну, в смысле, и для тех, кто запускает, и для тех, кто получает. Поговорим о 6 пунктах, которые помогут вам улучшить или принимая во внимание которые вы сможете сделать крутой проект. А так-то мы команда смарт-курс. Последние 9 лет мы делаем образовательные проекты и сделали их уже больше 75. Собственно, на этом и стоим. И начнем мы, конечно, с того, чтобы разберемся, от чего вдруг компании решили сделать разные проекты в школах. Да, многие компании запускают эти проекты и такие типа: о, крутяк, сейчас будем делать HR-воронку. Или о, сейчас будем делать себе очень охватный коммуникационный проект, о котором напишут все издания. Или делают GR-проект, который помогает развивать отношения с регионами. И фишка в том, что все эти проекты действительно можно реализовывать для целей компаний. Плюс можно реализовывать КСОшные проекты, делать напрямую благо для большого количества благополучателей. Но как это сделать, если вам интересно, смотрите дальше. Итак, поехали. Если вы запускаете проект, ориентированный на школьников, самое первое, что важно помнить, что школа живет совершенно по другим правилам, которые обычно внутри корпорации люди не очень понимают. Если вы хотите, чтобы для конечного потребителя была польза, а для вас, соответственно, как для компании, которая запускает подобный проект, тоже была польза. Вин-вин. Итак, 6 ключевых моментов. Первое. Если вы собираетесь запускать этот проект, вы должны знать ключевые документы, откуда вообще берется контент, направленный на школы. Дело в том, что школа живет по своим правилам. Это такой домик, в котором все достаточно зарегулировано. И это означает, что любая штука новая, которую вы пытаетесь в нее вставить, как в куклу Вуду, в общем, она должна соответствовать тем кусочкам пазла, которые в школе уже есть. И есть всего несколько документов, которые всю жизнь в школе в той или иной степени на высоком уровне регламентируют. Это Федеральный закон об образовании и Федеральный государственный образовательный стандарт и целая пачка национальных проектов. 10 штук, да. А еще, конечно же, нужно помнить о региональной политике в сфере образования, которая есть у каждого региона. И на самом... Конкретного губернатора, точно. И основные инсайты, на самом деле, можно взять уже там. Почему это важно? Потому что если ваша программа по какой-то причине не будет работать ни на ФЗ образования, ни на ВГОС, ни на нацпроект, ни на фокус отдельного губернатора, то, собственно, вероятность того, что эта программа в школе вообще запустится, полетит или начнет работать без вашего участия на 2-й или 3-й год, стремится к нулю. Она не просто стремится, она точно равна нулю. Потому что все остальные штуки, которые в школе происходят, работают на одну из этих 4 целей или, в принципе, не происходят. Да, то есть важно понимать, что у педагога есть время, которое он реально может тратить на реализацию образовательной программы. И все, что находится за пределами образовательной программы, уже уходит в доп. Образование, и здесь совершенно точно у вас будут сильно ниже охваты. Времени на то, чтобы заниматься доп. Образовательными проектами, будет сильно меньше, потому что кто-то должен платить педагогу за то, что он занимается чем-то за рамками основного образования. Отсюда ключевой вывод. Либо вы платите учителю за то, что он делает то, что вы хотите, чтобы он делал, либо вы платите, в смысле напрямую, доплачиваете учителю за реализацию вашей повестки, либо встраиваетесь в существующую. Да, но это малореализуемый проект, потому что представьте, если вы запускаетесь в 300 школах, и вам надо 300 педагогов на протяжении года спонсировать чем-то, как доп. Мотивация. Проще свою школу построить. Проще свою школу, ну то есть охват в 300 школ или там в 500 школ уже кажется с космическим бюджетом, поэтому ориентируйтесь на то, что уже в тренде, и делайте свой проект, который будет скорее помогать реализовывать согласованные направления, нежели чем добавлять в школу что-то новое. Конечно, что-то новое — это всегда круто, но если это не попадает в повестку, то, скорее всего, это будет безумно дорого и, скорее всего, загнется при следующем запуске вашего проекта. Отсюда плавно вытекает 2-й пункт. Если вы хотите, чтобы ваша тема зашла в школу, но при этом всем же прекрасно понятно, что основной человек, который взаимодействует с школьниками в школе, это учитель, у которого голова и без того пухнет от задачек, которые ему нужно решать. Поэтому, чтобы он приоритизировал вашу задачку, вашу повестку, вашу программу относительно всех остальных задачек, которыми у него занят день, было бы классно о нем позаботиться и сделать так, чтобы, выполняя вашу программу, реализуя вашу повестку, он таким образом решал какую-то свою основную задачку. Например, чтобы он меньше времени проводил за проверкой домашних заданий. Или чтобы ваша программа помогала ему справиться с доп. Нагрузкой, которую ему вменил директор, например, профориентация или финансовая грамотность, или что-то такое, что внезапно появилось,
понравилось. И учителю, чтобы это начать вести, нужно, в общем, потратить бесконечное количество часов на то, чтобы в этом разобраться. Поможете учителю, повысите вероятность того, что ваша программа полетит. Другими словами, если вы понимаете, что работать ваш проект будет через педагога, любые инициативы, которые вы будете через него запускать, важно прогонять через фильтр, а я ему сейчас геморрой создаю, или как-то помогаю реализовывать уже то, что есть. И если помогаю, то в этом случае вам важно учитывать те форматы, которые использует педагог. Например, если вы хотите, чтобы он вел вашу программу, вам критически важно спросить у него о том, а каким образом он пользуется программами. Посмотреть один конкретный скрипт, который он использует в школе, и применить это в рамках своей разработки. То есть вы будете нанимать подрядчиков, но покажите подрядчику, какой именно формат итогового материала вы хотите от него получить. Потому что, скорее всего, подрядчик будет разрабатывать вообще не в формате, привычном для школы. Отсюда третий пункт. Упаси Господи, форматы. Если мы собираемся работать с педагогами, и мы не хотим для него создать дополнительные проблемы, а скорее хотим показать ему о том, что мы о нем заботимся, и хотим сделать так, чтобы ему было удобно реализовывать нашу программу, было бы классно, чтобы те подрядчики, которые будут работать на вас и разрабатывать ту самую программу, как минимум уточнили у нескольких педагогов, с которыми вы будете работать, как именно они хотят получать материалы. Базовое правило. Хочешь, чтобы твоей программой пользовались, не создавай геморрой, а создавай пользу, заботься о пользователе. Супер важный момент. Если ему будет неудобно пользоваться вашими материалами, обязательно попрощайтесь со своим проектом. Потому что если педагог даже сказал, что он возьмет и сделает, то если там неудобно, он, скорее всего, ничего не будет делать с вашими материалами, и в конце года вы результата не получите. Поэтому попросите ваших подрядчиков обязательно понять и работать в тех форматах, которые привычны для стандартного педагога в обычной школе. Коротенечки, Каздев. Четвертый пункт – стейкхолдеры. Е4, мы добрались. Если мы запускаем образовательный проект для школы, казалось бы, да, ну что, у нас есть ученик, есть учитель. Соответственно, нам надо обучить учителя, чтобы он сделал что-то с учеником, получился офигенный эффект, и, соответственно, проект полетел, мы могли о нем рассказывать и улучшать его, дополнять в следующем году. Хотя уже на этом уровне это подразумевает две разные программы. Программу, по которой учитель работает с учеником, и программу, по которой мы с вами обучаем учителя. Важно помнить, что это две программы. Пожалуйста, помните, что это две программы. Очень часто все забывают о том, что надо готовить контент для разных аудиторий, но фишка в другом. У нас помимо учителя и ученика есть еще 3 аудитории. Тимур? Спасибо, Михаил. Есть аудитория родителей, то есть это важная часть образовательного процесса. Есть аудитория директоров, администрации, замов, то есть тех, кто управляет школой. И, наконец, есть регулятор, региональный департамент или региональное министерство, которое заботится о школе как о системе. Почему мы вообще этих 3 стейкхолдеров упоминаем? Потому что если хотя бы один из них будет считать, что ваша программа bullshit, то она точно не заработает в школе или будет идти с огромным сопротивлением. А уж палки в колеса и родители, и административный корпус, и уж тем более департамент умеет вставлять, дай боже. Поэтому, если вы планируете запустить проект, обязательно помните о том, что у вас на самом деле 5 участников процесса, и для каждого из этих участников процесса вам как минимум нужно, если не создать контент или какой-то учебный модуль, то учесть их при разработке своего проекта и прописать сценарий, в рамках которого вы поймете: окей, проект зашел в школу, как мы будем говорить директору, что он получает пользу, как родитель узнает о том, что происходит с его ребенком, чтобы он тоже получил вау-эффект и, возможно, стал соучастником вашего проекта, как сделать так, чтобы регион восхитился вашим проектом и потом еще подсветил его на федеральном уровне. Поэтому, если вы помните об этих 5 стейкхолдерах, вероятность того, что ваш проект полетит, сильно выше. Та-дам! Пункт номер 5. Упаковка контента. Это боль каждого проекта, который хочет запустить что-нибудь современное, очень увлекательное, ориентированное на игровые процессы проекта от корпорации или фонда. Для подростка. Для подростка. И тут есть на самом деле такой двойной момент. С одной стороны, мы должны упаковывать свой материал, понимая, как это делается на уровне школы, учитывая всю специфику государственной повестки, того, как упаковываются образовательные учебники, рабочие тетради. Но есть нюанс, что если мы сделаем то же самое, то это будет еще один образовательный блок, и относиться к нему будут так же, как подросток среднестатистический относится к любому контенту образовательному. Так себе. Поэтому мы думаем о нашем подростке как о получателе блага и упаковываем контент для него так. Мы помним, да, что для нас задача сделать крутой продукт. Поэтому мы упаковываем материалы так, чтобы среднестатистическому подростку было прикольно от того, что он видит, и от того, с чем он взаимодействует. И дизайн, обычный дизайн, вдруг превращается из учебниковского в что-то более похожее на стандартный интерфейс тех соцсетей, и это не Facebook и даже уже не ВКонтакте, а
скорее TikTok или лайки, если мы говорим о детях помладше. То есть интерфейс, который привычен там, конечно, мы не переносим в том же виде на те материалы в проекте, которые есть, но понимать специфику того, с чем взаимодействует и то, что прикольно, дизайнер или упаковщик того контента, который будет у вас заниматься этой задачей, он должен понимать специфику. Соответственно, если мы делаем для аудитории педагогов, своя специфика. Если мы делаем для аудитории школьников, своя специфика дизайна в упаковке. Об этом, к сожалению, часто забывают, делая единый фирменный стиль, упаковывая все материалы в единой стилистике, и у нас получается, что контент для 17-летнего, для 8-летнего человека, школьника, он упакован одинаково, еще и для педагога, и для родителя тоже одинаково. То есть на самом деле этот дизайн не попал ни в одну из ваших аудиторий, и ваш проект провалится просто из-за того, что не были учтены возрастные особенности при упаковке. Дофига, да, про упаковку? Да просто. Да? Ну, там тезис очень простой. Есть вилка. Когда мы создаем материал для школы, с одной стороны, нам нужно сделать его каким-то таким, чтобы его туда пустили, чтобы учителя не сильно агрились. Что там в ГОСов, как учебник выглядит, как рабочая тетрадь. Директор, о господи, всякие вот эти вот штуки. А с другой стороны, важно, чтобы подросткам это зашло. А подростки любят другой тип визуализации. Важен другой объем иллюстрации. Они живут в других интерфейсах, и книжка для них это как таковой интерфейс устаревший, он не скроллится. И на вот этой вот тонкой границе между привычным контентом для школы и привычным контентом для подростков нужно что-то такое придумать, и это задачка. Но если получается ее решить классно, то программа начинает лететь. 6 пункт, о нем почти никто никогда не думает и не вспоминает, потому что мне педагог из какого-то дальнего региона, у которого есть проблемы. Но идея в том, что если вы будете той компанией, которая хотя бы чуть-чуть будет проявлять заботу о педагогах, о тех людях, которые помогают по всей стране реализовывать ваш проект, они это почувствуют и очень сильно оценят. Потому что по факту все, кто что-то требует от педагога, обычно требуют, но не дают ничего взамен. В том числе и родители, которые требуют, сами дети, которые требуют, администрация, которая требует, и вы с вашим проектом, который тоже не то чтобы прям требуете, но очень настоятельно просите, ведь с губернатором уже согласовано. Поэтому чем больше точек заботы вы сможете внедрить в свой проект, забота может быть какая угодно. На стыке, например, коммуникации педагога с родителем. О, это болезненная тема. Да, для большинства педагогов это крайне болезненная тема, и тем не менее маленький лайфхак, который в этой коммуникации можно продумать. Педагог что-то делает для вас в вашем проекте, и параллельно родитель будет у него спрашивать. Но если педагог не хочет общаться с родителем, то, скорее всего, он ничего не расскажет. Что можно сделать? Подготовить какое-то письмо, шаблон разговора, небольшую презентацию, которую педагог может отправить родителю, скрипт того, как можно ответить на какие-то проблематизирующие болезненные вопросики со стороны родителя педагогу. То есть все то, что позволит педагогу потратить меньше времени и получить меньше раз по шапке в коммуникации с родителем. Или наоборот, получить офигенный фидбэк. Точно. Или типа, спасибо, вы нам рассказываете о том, что еще происходит с нашим ребенком. Он нам не рассказывает, но вы дали нам обратную связь. Это будет забота о педагоге, это будет забота о родителе 2 в 1, офигенно круто. И при этом педагог это оценит, потому что вы были тем, кто подумал о нем как о человеке, у которого есть сложности. Чем больше таких точек вы найдете, тем более эффективным будет ваш проект и больше благодарности и желания дальше делать в следующем году. А педагог, который влюблен в вашу программу, это педагог, который будет ее промоутировать и доносить до детей чаще, лучше, по-другому, эффективно. Ну и здесь, наверное, 6.1 пунктик или 6 под звездочкой. Так как в педагогическом сообществе очень сильно развито сарафанное радио, если проект действительно крутой и с заботой, если педагогу скорее в удовольствие, чем в напряг заниматься вашим проектом, уверяю вас, в этом городе очень много и очень быстро и очень скоро узнают другие педагоги об этом проекте и захотят с вами делать этот проект. Поэтому заботьтесь, делайте хороший контент, учитывайте аудитории, учитывайте государственную повестку и все, что есть вокруг, учитывайте стейкхолдеров, все будет круто, проект полетит. Трейдмарк. Тот самый проект. Тот самый проект. Итак, мы поговорили с вами о 6 ключевых элементах, которые помогают вам улучшить свой продукт. Но у нас с Тимуром и у команды Smart Kurs есть еще очень много инсайтов. Если у вас есть вопросы по проектам, если у вас есть сложная ситуация, связанная с образовательным проектом, который вы уже запустили или хотели бы запустить, пишите по контактам внизу, подписывайтесь на наш новый канал EduMakers здесь и поехали в следующее видео. Первая серия. Поехали.